Получится. Вы даете за право на запись и на то, что наш разговор будет опубликован? Да. Как вас зовут, какого вы года рождения, откуда вы? Мальтисов Иван Валерьевич, 27 декабря 2001 года рождения. Воинская часть 32010. Пожалуйста, обратитесь сразу, даем вам возможность к вашей матери. Она оставила заявку на ищи своих, но не оставила свой контактный номер телефона, поэтому мы не можем связаться. Да, Оля Ивановна оставила заявку, что вы в плену в Полтавском районе, поселок Котельво, из части 32010. Телефон она не Мам, если можешь, пожалуйста, скинь номер, пожалуйста, чтобы люди могли обратиться через тебя, как это сказать правильно? Не через тебя, чтобы люди могли дать возможность тебе же связаться. Мне дали возможность позвонить тебе. Я живой, со мной все хорошо, здесь хорошо обращаются, 3 раза кормят. Ну, а теперь рассказывайте, как вы к нам сюда попали. Сюда попал я, выходит, 28 числа 02/2022 года. Сдались в плен гражданским сами. Ну, наша инициатива была сдаться. А как это произошло? Где это произошло? Так, выходит, 26 числа мы стояли в лесу, и наши же подбили наших. Как это вышло, то есть саперы поставили фишки, такие, ну, как свистульки, и выходит, один из срочников наступил на них. То ли в туалет пошел, то ли ничего, я так и не понял. Танкисты туда провели зал, ранили моего командира взвода, созводного, выходит, из другого подразделения какого-то старшего лейтенанта убили, еще 2 ранили. 27 числа, то есть на следующий день, сказали это командиру полка, он сказал: собирайте колонну, едьте в Россию, то есть везти раненых. Выходит, у нас было 2 БМП, медичка и 2 тополевника. То есть колонну собрали, меня посадили в машину, выходит, машина последняя была, вот БМП, замыкающая. Я сидел в машине. Проехали примерно километр 20-25, и выходит, нас подбили. Подбили первую БМП, подбили медичку. То есть из медички успели выпрыгнуть 2 медсестры и как раз созводный. Командир взвода там остался. Стоп. У вас и медсестры поехали в Украину тоже? Да. Когда я вот как раз мы уходили, ну, когда уезжали, я вот знал. Я сначала видел только мужских, ну, мужчин. Потом я увидел и женщин. Ну, там звания у них, наверное, были просто, я не знаю почему. Ну, их до этого вообще не видел. После этого мы с основной колонной разделились и пошли в лес. Через камыши проходили, потом мы потерялись, выходит. С нами был я, мой созводный, и еще из другого подразделения 2. Там прапорщик и старший лейтенант. Командовал нами старший лейтенант, выходит. А вот вы шли, о чем вы говорили, когда вы шли? Что? Ну, мне интересно чисто вот человеческие какие-то взаимоотношения, разговоры. Я же блогер, журналист. Я понял. Вообще расслабьтесь, пожалуйста, да. Ну вот вы идете через камыши, да, с вашими другими сотоварищами, да. О чем вы разговариваете? Выходит, мы искали выход из этого леса. Ну, вообще мы хотели обратно вернуться к колонне, но дорогу никто не знал. Потом, как оказалось, мы просто по кругу ходили. То есть мы шли, там выходит, потом разделение было, ну, речка шла, мы никак ее перейти не могли, шли вдоль речки. Потом она, выходит, по кругу пошла, ну, мы по ней шли. Потом мы поняли, что мы вернулись назад. Ну, я понял, я просто имею в виду, что вы же идете, вы же общаетесь друг с другом, вы попали в непростую ситуацию фактически. Вы же должны кого-то как бы винить в этой ситуации, наверное, на ходу проклинать там и не знаю, как-то так. Кому вы обращались в разговорах? Все-таки к российскому правительству или все-таки к нехорошим украинцам, которые все это с вами сделали? Да нет. Мы когда шли, я первое время, ну, как был в шоке, я всю дорогу почти молчал. А потом я думал то, что почему, за что вообще, ну, куда отправили. Потому что мне вообще сказали то, что будет учение.
Выходит, все приказы давал командир взвода. Ну а когда вы заходили в Украину, разве не очевидно было, что зайти в суверенное государство это не могут быть учения? Об этом я узнал, когда мы уже проехали и сделали первую остановку. Я спросил, а почему, типа, нам сказали то, что мы собираемся, едем домой. Все, колонна поехала, мы ночью ехали, я в машине был. Потом, когда мы вышли, дорога и поля, я спрашиваю, а где мы? Командир взвода говорит, мы в Украине. Я такой говорю, а мы что здесь делаем? Он говорит, сейчас 3 дня поездим, мы уедем. Я говорю, отправляйте назад. Я не соглашался никуда ездить. Типа, зачем? Он говорит, молчи, все. Ну, я имею в виду, то есть, когда вы шли, вы в основном молчали, а остальные, никто ничем не возмущался, да, в этой ситуации, и никаких таких разговоров не было, да, все нормально, просто идете ищите выход. Нас, как выходит, я не знаю, командир взвода выходит, обманул, он сказал, 3 дня поездим и уедем. То есть мы, когда колонны ехали, у нас никаких обстрелов не было. Как раз мы в Россию, когда ехали, первые обстрелы начались. Я понял, а когда вы уже шли по этим полям, искали выход, да, когда уже вас подбили, да? Я кто-то уже чем-то уже возмущался понимал. вообще у вас там, вот в этой обстановке, или как бы... Старший лейтенант все время говорил, зачем, типа, можно было откосить, зачем поехал. Типа... Он себе или вам говорил, или вообще? Я не знаю, он первым шел, я замыкающим был. Я слышал, что он говорил. Я тоже что-то хочу сказать, мне всегда говорили, тихо, потому что, громко говорю. И мы всю дорогу, считай, в тишине шли. После этого, когда мы уже нашли выход, увидели, как это сказать, амбар. Вышло то, что это была свиноферма. Мы там переночевали. С утра, я не знаю, уже засветло было. Не засветло, а светлело. Мы ушли. В лес решили не идти, потому что побоялись, опять потеряемся. Шли по полю, но и возле лес был. А каких-то людей встречали вы? Вообще никого. То есть, когда как раз по полю шли, деревенька шла какая-то, как сказать, мы шли, издалека увидели сначала тоже амбар, а потом дом. Побоялись зайти внутрь. Людей тут сначала не было, темно еще, как расцветало. Мы решили по этому по лесу идти. Сначала шли нормально было, а потом оно такое болотистое началось. И как раз когда мы где-то выходит в середину деревни уже было, там увидели человека, сидящего на скамейке. Старший лейтенант поднял руку, тот человек нам поднял руку, но мы подумали, что знак можно подойти. Как раз мы уже тогда подошли к ним, начал спрашивать, типа, что, мы сказали, что все, мы сдаемся в плен. Вообще, человек сидящий, кем он был? Мирным? Гражданский. Вы сдались в плен гражданским? Да. Вот очень хорошая концепция, ребят. Подходите к гражданским в Украине, сдаетесь в плен, попадаете, в общем-то, на трехразовое питание. Да. Нет, нам, знаете, как сказал, нам повезло то, что в некоторых деревнях выходит, знаете, как делали, нам потом уже рассказали, то, что тоже так идут сдаваться, а потом начинают стрелять. И гражданский говорит, он тоже сначала думал, когда мы шли, типа, Россияне поднимают белый флаг, выходят, а потом сказали. Начинают стрелять. Да, Нет, когда такое сказали, я говорю, а зачем? Ты уже идешь сдаваться, зачем? Не, они не идут сдаваться, они разыгрывают такой спектакль, понял, будто бы они идут сдаваться, да, и... Человечество, что гражданский потом вызвал, кого или как, что было дальше? Не, нам, выходит, мы все отдали, нам дали воду. Вы оружие дали? Да, мы все дали, и бронежилеты, и каски, оружие. Выходит, мы просто, в своей одежке были. Нас отвезли в какое-то поле, там кунг был. Тренчик или кунг. И выходит, нам дали дрова, сказали, на следующий день, может, через 2 дня придем, решим, что с вами делать. А гражданский выходит, там, наверное, мы там, наверное, 2-3 часа были, приехали военные, нас забрали. Никто не бил? Нет. Вот такая вот история, да, в общем-то. А когда тебя призвали? 27 сентября 2021 года. Это ты контракт подписал? Да, я альтернативщик, то есть я срочную службу не проходил.
Там вот это КМБ или как там Ну, у называется. вас получается такая история, что без военного билета никуда, и все просто идут в армию, да, для того, чтобы пройти вот эту вот какую-то... Да, мне сказали, то, что на рабочий. Хорошо, 21 сентября ты подписал контракт. 27-го. 27-го ты подписал контракт. Сколько раз ты стрелял из оружия? Ни У разу. у себя там? Ни разу. Я был как посыльный писарь. То есть я... Одной. Да, ну как штабной. Я в учебном корпусе сидел. Мне Ну, а давали... присяга? А? Присяга. Присяги не было. У меня шел, выходит, как это называется, 3 месяца испытательный срок. Мгм. Выходит, этот испытательный срок прошел. После этого ну, должна быть присяга. Ну вот, Мгм. а я уехал в поля. Вы понимаете, что вы мясо? Ну, просто вас бросили как мясо. Да, я понимал еще, когда мы шли. Вы ни разу не стреляли из оружия, вас отправили на войну. Ну, мне здесь дали оружие. Я первый раз вообще видел оружие типа вживую. Тебе дали автомат здесь, Да. когда вы уже перешли границу, открыли ящик и дали боевой автомат. Не, автоматы уже в машинах были. Сказали, это твой. Я такой смотрю. Зачем? Для чего? И Я ты- ж писарь. Да. Мне как бы тяжело. Да, ну тут на ходу тяжело вообще собрать всю эту ситуацию, ее абсурдность. А вы понимаете вообще, что в Украине происходит? Ну, это какая-то спецоперация, что это по-вашему? И вообще без понятия, они, ну, это выходит, это не операция какая-то, а уничтожение. Нам вот поставили телевизор, и, то есть, там показываются реальные новости. Я когда смотрел, ну, у меня волосы дыбом вставали. Я думал, сейчас посидею. Там, ну, типа, городов нет. Это что такое? Мародерствуют. Типа, для чего? Потом еще, когда показали наши новости, вот, ходят, то, что Путин сказал, проходит спецоперация. Какая спецоперация? Вот этот, извините, сейчас вспомню. Ничего. ЛДНР. Луганская и вот Донецк. Типа освобождаем какие-то города. Ну, Харьков далековато от Луганска и Донецка. Мариуполь тоже, ну, Мариуполь чуть ближе, конечно. Харьков, Херсон тоже далековато. Я не знаю, что они освобождают. Я тоже вообще без понятия. Сколько вас сдалось человек? 4 человека. Вы все вместе такие остались вчетвером, да? Да. С вами Все как? живы, здоровы, Все да? живы, здоровы. Да. Медицинская помощь кому-то оказывалась? Все целые. Ну, Ну, не никому ждали, не, ну да. не Не надо ждали, было просто. ни медицинской помощи. Я понял. Националистов каких-то встретили, нашли в Украине. Там, не знаю. Нет. Мирные люди. Солдат НАТО, армию НАТО, Нет. иностранцев. Иностранцев тоже никого не видел. А что ты Кого знаешь? же вы освобождать пришли? Так скажите тогда в таком случае. От кого? И кого и от кого? Вообще без понятия. Вот это я тоже не понимаю. То есть... Я говорю, мне сказали то, что мы 3 дня поездим и уедем. А то, что дальше произошло, я вот только в фильмах видел. А что вы испытывали? Ну, в принципе, да, тут уже опять-таки нет никакого смысла об этом спрашивать. Кто вообще, по-вашему, такие эти националисты в Украине? Ну, вам же рассказывали про них по телевизору, вы же, наверное, смотрели. Я телевизор не смотрю. Ну, а в интернете блогеры там рассказывали. Ну, националисты, я не знаю, те, кто, наверное, нацию свою любит, я не знаю. Ну, типа, поддерживают, типа, со своей и что-то такое. Ну, вообще-то, да, это такие ультрапатриоты. То есть. А бандеровцы, что ты знаешь за бандеровцев? Бандеровцы, я не знаю. Полк Азов Не слышал. или батальон Азов. Я понятно. Ну, как бы человек в армии 3 месяца, ни разу не держал автомат. Азов — это подразделение вооруженных сил Украины, если что. То есть это не какие-то отдельные там националисты, бандеровцы. А бандеровцы — это почитатели Степана Андреевича Бандеры, был такой человек. Я понимаю, у вас там одних запрещают, одних разрешают. У нас как бы демократическая страна, там может там, я не знаю, какая-то часть украинцев поддерживать, а какая-то часть украинцев не поддерживать. Это вовсе не повод для того, чтобы бомбить роддом, например, да. То есть я не знаю, какое отношение там Бандера имеет к роддому. В целом, да, ну, еще, да, хотел бы
это важно, да, что он сказал, кстати, про то, что некоторые россияне выходят с белыми тряпками, как бы сдаваться, а потом начинают стрелять и по мирным жителям, и по нашим военнослужащим. Поэтому, да, особенно мирным жителям, военнослужащие-то это знают, а мирным жителям это нужно знать, что не каждый сдающийся в плен россиянин с белой тряпкой собирается на самом деле сдаться в плен, поэтому надо принимать соответствующие меры, то есть быть очень осторожным. Я говорю, тоже вот гражданский был на стороже, думал то, что мы сейчас... А мы пришли сразу, говорим то, что мы вообще воевать не хотели, типа нас куда призвали, ну и сдались им. Ну, более гнедозной политики вообще, чем у России по отношению и к мирному населению, и вообще более гнедозного поведения в войне, наверное, не было даже. Вы понимаете, почему мы считаем россиян фашистами? Ну, вот они, наверное, хуже даже фашисты ведут. То есть, ну, для чего вот все это бомбить, вообще не понимаю. Какие военные действия они ведут, вот проводят, тоже непонятно. Ну, в целом, еще раз, откуда, из какого города или области? Я с Республики Мордовия. С Мордовии. Да. Это сколько километров примерно? Ну, от Москвы примерно там где-то 500. Ну, недалеко, это вниз туда. Да, вот Москва, а Да, в Республике Ну, Мордовия ниже. до нас недалеко. То есть, по сути, налево и там. Не, ну мы просто разговариваем же с очень разных Да, мест. да. Есть что-то от себя, потому что это Да, если видео хочешь, добавь. увидят очень Еще раз много... можешь что-то маме сказать, и можешь еще что-то добавить, и будем заканчивать. Я надеюсь, что у русских людей появятся хоть какие-то извилины, и они поймут то, что ну, это им не надо, никому это не надо. Их зомбируют свои же командующие. Я надеюсь, они повернутся и поймут то, что надо не здесь воевать, а у себя же власть менять. Вот после того, как они поменяют, тогда, может быть, нормально все будет, надеюсь. Думайте не о себе, думайте о родителях. Может, у кого-то там дети есть, подумайте о детях. Вы же идете сюда как мясо. Не вы, а вас отправляют сюда как мясо. Ладно, может, некоторые знают, понимают, куда едут. И то дураки. Для чего едут сюда, непонятно. А маме еще раз хочу сказать. Если увидишь это видео, пожалуйста, дай номер. Я позвоню, пообщаюсь с тобой. Она увидит видео, потому что она Да, она увидит тоже. Она оставляла заявку, она увидит и дополните. Ну, там ФСБ просто рассказала людям, что не давайте, не сбрасывайте туда на этот канал, не сбрасывайте свои личные данные, а нам они не нужны, получается, эти личные да данные. мне когда сказали, я сразу отдал логин и пароль. Ну, там двойная аутентификация, я вот тоже не знал. Да нам это Дополните не интересно. вашу заявку номером телефона, и мы передадим. Да, окей, все, следующий. Правильно? Да. Спасибо. Да, спасибо. Понравилось, говоришь, ты кукурузу первый раз в Украине попробовал? Да, кукурузку первый раз поел с сахаром. Такую кашу никогда не ел. Реально вкусно. Ну нормально вообще, да, ну в целом ты же понимаешь, насколько у нас сейчас бедственная ситуация, да, но мы стараемся вас все-таки хоть как-то кормить. А представляешь, когда в нормальные времена, как у нас кормят? То есть Я даже не знаю. не в военные. Скорее всего, ну, еще вкуснее тогда, если вот кукурузка мне понравилась. И Спасибо. каша тоже вот. Перловка вообще залетает. Такое ощущение, как будто здесь, ну реальное все. То есть не искусственное. Так оно и есть реальное, не искусственное.